Добрый день, друзья! У меня есть две орхидеи Абба. Казалось бы, одинаковые орхидеи, но какие они разные. Одну сегодня полечим, другую пересадим. Даже не пересадим, а просто перевалим. Приобретены эти орхидеи в разное время. Вот та, что цветет, это вторая орхидея. Приобретена на год позже. Но это не домашний цветонос, а на старом цветоносе орхидея пробудила спящую почку. А вот этот осьминог, орхидея осьминог, ей, наверное, года 3. Ну, по крайней мере, как она живет у меня. И за эти 3 года я ее 2 раза переваливала. Она очень активно растит корни. И все время сбрасывала старые листья, и ствол поднимается над посадкой. И вот сейчас, когда будем разбирать эту орхидею, я вам покажу, что с ней вечные какие-то проблемы. То черное пятно появилось на шее орхидеи, была обработана Максимом. Вот там глубоко виден Максим. Вот там глубоко была какая-то черная точка на шее. Я ее обработала точечно, видите, не задела корни. Следующий эксперимент, который я над ней проводила, я ее обработала куркумой. Но толку это никакого не дало. Я не стала очищать эту куркуму от нее. Она и без этого прекрасно все время наращивает корни. Но видите, помимо того, что и в горшке корни вы сейчас увидите растущие, и они там есть, ей все время хочется корнями убежать из горшка. Вот поэтому и сделаем пересадку типа перевалку. Но сначала давайте я покажу, какая проблемка возникла у этой орхидеи. Потому что часто у подписчиков пишут, что не выжила Абба, или еще какие-то проблемы, то какие-то черные точки, то... Ну, вот и у этой орхидеи на листе из точки роста вот там внутри глубоко появилась черная точка. И мне она не нравится. Но листья препаратом Максим я не обрабатываю никогда. Я всегда, если есть какие-то потемнения на листьях, потемнения, какие-то влажные пятна или что-то вот похожее на это пятно, я всегда обрабатываю вот таким препаратом. Это фитоловин, природный фунгицид с антибиотиком. И часто в личных сообщениях советую обработать. Обработать желательно 2 раза с разницей в 10 дней, чтоб наверняка. Но бывает и 1 раза хватает. То есть заболевание не распространяется. Такая флакончик-пипетка. И обрабатываю я такие пятна точечно, не разбавленным фитоловином. Желательно, конечно, обработать с 2 сторон, но листья такие жесткие и упругие, что у меня, наверное, это не получится. Хотя сейчас вторую сторону, ой-ой-ой, попробую туда просто капнуть. Неудобно это все на камеру показывать.
Я много взяла препарата и прямо выжимаю с ватной палочки, чтобы туда попал раствор. Совсем немного. А другой стороной еще раз обработаю и понаблюдаю. Так, настолько она плотная, такой тургор у листьев, что подобраться к ней прямо сложно. Если остался фитоловин, можно набрать в шприц, плотно закрыть и положить в темное место. Хранится он достаточно долго. Теперь мы ее отставим, чтобы она нам не мешала. И займемся второй орхидеей. Получится быстро извлечь ее из горшка? Наверное, да. Если тут гнилые корни, конечно, но без этого не бывает. Всегда старые корни отмирают. Если бы они были на данный момент сухие, они бы казались просто серыми и безжизненными. Без сожаления. Отрезаем гнилые корни. Не так уж их и много. Вот всегда говорят, в горшке много гнилых корней. Но когда орхидея активно растет, ну что такое много гнилых корней? Ну вот это и все гнилые корни. Зато сколько у нее вверху корней. Вот с этими корнями я ее хочу посадить. Но горшок выбрала 3,5 литра. Потому что в 2-литровых, ну так растет просто очень быстро. Прямо такой быстрый активный рост. Тургор великолепный. Но зато какой она кривой лист вырастила. Ну, в общем-то, вот эта орхидея, вот эта амба, она капризная. Вот капризная в плане того, что корни наращивает идеально, а листья вот такие корявые растут. Кстати, эта орхидея у меня участвует в эксперименте. Эту орхидею я сейчас поливаю аминосилом. Поэтому думаю, что вот такую пересадку-перевалку она перенесет безболезненно. Для того, чтобы поместить эти корни в горшок, понятно, что даже в такой горшок они не поместятся, я сейчас опущу ее на час в теплую воду, именно все вот эти корни, для того, чтобы они хорошо впитали в себя влагу, тогда можно будет поместить ее в горшок, не сломав корней. Или, по крайней мере, с наименьшими сломами корней. Так. Я не буду сейчас делать это в ведре. Я на кухне в мойку наберу воды. У меня там 10-литровая мойка. Покажу вам, как она будет там стоять, лежать.
потому что даже в ведро она у меня не очень хорошо поместится. Сейчас она будет плавать. Я сейчас наберу в 10-литровую мойку воды теплой и помещу ее туда. Покажу вам, как она там будет находиться. Примерно на час-полтора. Да. Какой дождь на улице идет. Вот отлично. Пусть стоит. Семочка, ну заходи уже, а то потом мешать будешь. Так он и так мешать будет. Ну он там бегает. Все, давай. Вон, смотри. Юлечка Иди уже к спит. Юлечке. Иди к Юльке и ложись там. И не мешайте. Все. Орхидея провела в воде час. Корешки хорошо напились водой. И пока я доставала ее оттуда, рассмотрела основание орхидеи. И сейчас вам его покажу. Вот осталось черное основание. Его можно удалить. И еще увидела несколько корней коротеньких. Вот они. Один, второй, третий чуть длиннее. Это черное основание можно тоже у орхидеи отрезать. Эти маленькие корни ей явно нужны не будут. Здесь еще есть старый цветонос, но к нему я явно не подберусь. А вот это все черное, это старые листики, старые чешуйки от листиков. Сёма, ты мешаешь, точно мешаешь уже. Семочка, не надо, не закрывай мне камеру. Вот здесь среди этих Ну начинается. корней увидела старый лист. Вот подобраться сложно, но убирать нужно. Вот все, что находится на шее орхидеи, и все, что идет в посадку, это можно назвать почистить или удалить все то, что потемнело, отжило, потихоньку разлагается. Ну, то есть старую органику именно от самой орхидеи. Я бы еще отрезала вот эти два корня. Вот, кстати, подобрались и к старому цветоносу. Сёма, толкайся. Можно его укоротить. Он уйдет в посадку. Ничего там страшного не будет. Никакие в него бактерии не пройдут. Он уже давно засох. Обрабатывать ничем его не нужно. В общем, всю шею осматриваю, чтобы не осталось вот именно старых остатков от листьев. Потому что эта часть орхидеи, ствол, уйдет в посадку. И все, что вот это старое гниющее, оно будет при поливе, возможно, намокать. И, конечно, создавать орхидеи дополнительные проблемы
в плане гниющей органики. Поэтому все, что возможно, от ствола я убираю. Или очищаю. Ну вот, в принципе, и все. Так, песенник, ты мне мешаешь точно уже. Ему Абба нравится. Ну, Абба нравится всем. Горшок двойной 3,5 литра. И вот сейчас, наверное, самое сложное — это поместить все корни в горшок. Сёма сказал, что не будет смотреть на это, отвернулся. Ему Страшно. страшно. Вот такие длинные корни, что попадают сразу в ножки горшка и мешают сделать то, что я хочу. А еще есть внутри бортик у горшка, который тоже мешает. Корни останавливаются около этого бортика. Но ничего, сейчас потихонечку все получится. Сёма, не переживай. Я тебе потом расскажу. Так, вот так. Вот так. Придерживая орхидею по центру горшка. И так как орхидея прекрасно себя чувствовала в керамзите, насыпаю чистый керамзит не в том, в котором росла орхидея, а тот керамзит, в котором была посажена орхидея, я использую повторно. Я его кипячу 2 раза по 10 минут. И потом использую снова. Сёма, ложись и не мешай. Ну что? Вот такая посадка, перевалка орхидеи. Боюсь, что из этого горшка она тоже быстро вырастет. Но ничего, если так получится, приобрету еще больший горшок. Вот такие 2 орхидеи Амба есть в моей коллекции. Ну а как поливать вновь посаженную орхидею, можете пройти в плейлист
о поливе орхидей. Я очень часто об этом рассказываю и подробно. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.